Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. Сегодня видео я хочу, как обычно по понедельникам, рассказать о своих готовых работах за прошедшую неделю. Покажу процессы, которые сейчас у меня на крючке. Немного о покупках, как обычно, ну и о планах. Всем приятного просмотра. Давайте начну с самого долгоиграющего моего процесса. Наконец-то я довязала вот эту пару носков. Вот такие симпатичные носки у меня получились. Вязала, наверное, их 2 недели. Но опять как вязала? По чуть-чуть. В перерывах между другими проектами. Это у меня пряжа Регина от Сиам. Вот этикетка от этой пряжи. Классическая носочная пряжа в 100 граммах 420 метров, ну и состав 75% Virgin Wool шерсти и 25% полиамида. И написано 100 грамм достаточно для вязания одной пары носков 43-44 размера. Цвет, кому понравилась эта расцветка, 931-600. Очень хорошая пряжа, мне понравилось из нее вязать. Сам процесс приятный, не рассваивается, пушистая в меру. Вот пряжа раскрылась после влажно-тепловой обработки. На ощупь такие прям шерстяные, шершавенькие. Видно, что носочки будут тепленькие. Давайте померяем размер. Ну, это размер 38-39. Вот от пяточки и до мысочка 24,5 сантиметра. Высота паглинка от верха резиночки и до пола 22 сантиметра. Симпатичная расцветка. Я все как-то откладывала этот моточек, наконец-то до него добралась и связала. Из Регины, наверное, я первый раз связала, и мне понравилась эта пряжа. Буду вязать из нее еще. У меня есть и другие мотки из этой серии. Вот кому-то, если приглянулась, вот такая этикетка у этой пряжи. Вязала эти носочки на спицах 2,5 миллиметра и набирала 64 петли. Так, давайте взвесим, сколько же пряжи у меня ушло. Вот 62 грамма, ну как и обычно. На такой размер женский приблизительно так и уходит, 60-65 грамм. Вот. Так, и это значит, что у меня осталось около 40 грамм пряжи, и я решила, чтобы не откладывать ее в долгий ящик, чтобы поскорее извязать остаточки, дай-ка я свяжу и еще одну пару. Но так как 40 грамм, конечно же, на пару мало, я решила вязать носочки методом Helix и решила скомбинировать вот с такой пряжей. Это у меня уже пряжа Реги. 4-ниточка также, в 100 граммах 420 метров и такой же носочный состав. Цвет этот очень приятный, такой как-то седовато-фиолетовый, сиренево-лиловый, не знаю, цвет 0,6-850, какой-то меланжевый эффект. На ощупь она такая как-то суховатая. Вот я никогда не понимала, что значит суховатая пряжа, когда смотрела влоги других вязальщиц, и вот теперь я наконец-то поняла. Ну, как солома она. И я уже как-то рассказывала про эту пряжу. Я заказывала ее на Валберес, и мне пришел моточек 80 грамм. Как я считаю, 20 грамм недостача – это большой процент. Вот. И как-то у меня руки даже не дошли, чтобы связать полноценную пару из этой пряжи. Да, я понимаю, что 80 грамм на пару мне хватило бы, но у меня прям какой-то протест. И я решила просто эту пряжу использовать в добавку вот к этой пряже. Вот так. Очень хорошо сочетается.
но у меня случилась какая-то оказия. Если вы обратили внимание, вот эти два носочка у меня получились совершенно одинаковые. Но я и подбирала секции, вязала, разделила сразу моток на две части. И вот у меня полосочка в полосочку все одинаковые. Даже мысочки прям совпали один в один. Вот такое закрытие. Мне нравится, когда носки одинаковые. Вот. Ну, по идее, значит, у меня остались два моточка вот от этих. Также должны быть одинаковыми. Но что произошло, я не поняла. Точнее, поняла. Так, ладно, перехожу к самим носкам, которые у меня получились. Они у меня еще не полностью высохли. Немножечко влажные, но ничего страшного. И вот я вяжу их от резинки, вставляю вот эти остатки регины, и у меня не совпадает рисунок. И как я уже догадалась, наверное, вот такие они же рыхлые моточки были, я их не перематывала в клубочки. Может быть, я вывернула как-то этот моток наизнанку, и, скорее всего, я начала вязать какой-то носок не с того края, с вывернутого, наверное, с внутреннего. Вот. Но ничего страшного. Единственное, что особо, конечно, это в глаза не бросается, что носки у меня получились разные. Все равно видно, что это пара. Но видите, вот желтая полоска это здесь, а это здесь. Здесь желтая лежит сверху пяточки, здесь желтая пролегает уже под пяточкой. Просто это мне получилось неудобно вязать, так как приходилось считать ряды. Но опять же, в методе Helix ряды просматриваются очень легко. Вот однотонный цветной. Считать тут было легко, и я отмечала, просто вешала ниточку, провязала 50 рядов, повесила ниточку тонкую, провязала 50, повесила, и тут еще дальше мне 32 ряда до мысика. Вот такое неудобство у меня. Ну, в следующий раз буду внимательней, чтобы не путаться с пряжей. Надо как-то сразу ее или кончик нити отмечать, что вот это надо с этого места начинать следующее вязание. Вот. А здесь я даже ряды не считала, а отталкивалась от узора на пряже. Очень удобно. Я всегда, когда вижу вот такую полосатую пряжу, не считаю, а по рисунку все у меня идет. Так вот, такие симпатичные носочки у меня получились из остатка. Метод Helix, как мы понимаем, чередуем ряды. Основная пряжа, из которой я связала резинку, пяточку, мысочек. И дополнительная, вот я взяла регину, вот эту разноцветную. И паголинок и верх стопы я вязала резиночкой. Но в резиночке, где у нас идут изнаночные ряды, я чередовала также лицевая, изнаночная. То есть ряды, которые я вязала основной пряжей, я делала все лицевые, а ряды, которые из цветной пряжи, чередую лицевая и изнаночная. Вот получается вот такой эффект. Поплотнее носочки получаются, нежели просто лицевой гладью. Ну, как-то поинтереснее, может быть. А так все обычно. И пятка у меня вот такая же укрепленная, рельефная. Тут снятая петля. Клин подъема, мысочек, все как обычно. Вот. Размер получился большой, хотя изначально я вязала их на 41, хотела такой размер сделать, потому что у меня в наличии носки в основном 38-39 и 45-46. Но вот постирала, носки растянулись, и опять получился большой размер. Но я думаю, что я сейчас, когда они полностью высохнут, сниму с блокатора. Сейчас пока не буду снимать, чтобы они не скукожились. Вот, пока они влажные. А когда они у меня полежат немножко, все равно они сожмутся и придут в мой размер. Вот все-таки 42, наверное, у меня так и будут носочки идти. Ну, посмотрим. Как раз будет какой-то для меня эксперимент, опыт, и буду знать. Вязала эти носки на паглинок, набирала 64 петли. Хотела их все-таки сделать женскими, также на спицах 2,5 миллиметра. А стопу я 2 петли прибавила и вязала уже не на 64, а на 66. То есть верх у меня на 33 и
низ вот лицевой гладью, который на подошве, также на 33 петлях. Вот. Это я сделала для того, чтобы красиво лег вот этот узор на верхней части стопы. Пришлось одну петлю добавить вверх, но и чтобы было закрытие все ровненько, одну петлю я добавила и внизу. Вот такие прелестные носочки у меня из остатков получились. Но у меня теперь остались вот эти нитки. Сколько тут грамм у меня ушло? Так, давайте померим. 22 грамма, 23. Так, а сколько же пряжи у меня ушло разноцветный в Helix? Так, давайте, если здесь у меня 62, осталось пряжи у меня где-то маленький клубочек еще, вот. Так, может быть, весы по наклону, ну-ка. Так, 8 грамм, здесь 62. 70, значит, у меня ушло на Helix 30 грамм. Да, вот этого мне не хватит на большие носки, но на женские можно их добавить в Helix. Вот. Ну, размер поменьше будет. Также мне надо поровну разделить этот моточек на 2 клубочка. И буду уже искать компаньон к этой пряже. Это у меня будет уже как дополнительный цвет, а основной возьму другой. И так у меня будет из пары в пару, наверное, какие-то клубочки переходить. Так, вот такие 2 пары носков у меня получились. Вяжу я, конечно же, носки медленно. И вот почти всю неделю вязала эти 2 пары носочков. Так, ну я довольна, что коллекция моих носков пополняется. Сейчас хочу перейти к вязанию. Но у меня всегда должны быть какие-то носки на спицах. И вот хочу повязать сейчас вот из этой пряжи. Не знаю, почему выбрала именно эту. Такая она пышная, прям пухленькая пряжа, мягенькая. Нет. Himalaya Socks. Цвет это 140-04. Посмотрите, какая она толстая. Вот. Ну и мне надо сейчас заняться вязанием детских носочков, так как осенью буду выходить на ярмарку, и детские носочки часто спрашивают, даже, может быть, чаще, чем взрослые. Но детские хочу повязать из остатков. Надо мне как-то комбинировать также детские сейчас, придумывать разных размеров. И для мальчиков, и для девочек. Так, далее, что же я связала еще? Так, вот такая косыночка, бандана. Это связано из пряжи, которую мне прислала Елена из Москвы. Хлопок какой-то, я не знаю, не могу его идентифицировать, что это за нитка. Ну, такая плотненькая прям получилась, тяжеленькая. Я ее отпарила уже на завязочках. Очень просто ее вязать, быстро. Ну, так, можно сказать, на досуге связала для отдыха. И еще одна косыночка, так как у меня на последней ярмарке купили 2 косынки, у меня всего осталась одна, мне нужно на наличие связать. Сделаю еще вот такую косыночку, очень интересный узор. Посмотрите, какие клеточки, необычно, не цветочки, не лепесточки. Мне очень нравится, когда ткань в горошек, в клеточку, и вот решила и косыночку связать вот такой клеткой. Вот. Без схемы, конечно, вязать такой узор сложновато. Нужно, чтобы схема была всегда перед глазами. Ну, тяжело запомнить, наверное, не знаю, как-то. Ну, хотя уже последние ряды я вязала без схемы, уже как-то поняла, как тут располагаются вот столбики. Вот такая симпатичная косыночка, голубенькая. Также вязала из пряжи от Елены. Вот такие клубочки Лена мне прислала. И вот я один извязала, и у меня еще один клубочек такой остался. Так, сколько же у меня косыночка весит? Пока весы под рукой, давайте взвесим. Вот 22 грамма.
А клубочек этот 37. Да, мне такого клубочка хватит еще на одну косынку, но я, конечно же, буду вязать каким-нибудь другим узором. Вот. Может быть, даже по своим видео. У меня на канале есть, по-моему, 3 видео мастер-класса, как я вяжу косыночки. Я ссылки на эти видео оставлю в описании под этим видео. Можете переходить и вязать себе такие летние легенькие косынки на лето. Ну, хочу еще связать косыночки молочного, белого цвета. Они пользуются большим спросом. Без игрушек, как обычно, не обошлось. И на этот раз я вязала в основном все игрушки маленькие, брелочки, ну и такие мини-игрушечки. Так, связала вот такие маленькие автомобильчики. Их я отвезу на полочку в магазин. Там уже у меня осталось мало машинок, таких автомобильчиков. И вот сколько у меня тут. Все в разном цвете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 машинок у меня связалось. Вот. Ярко-желтая, как такси, нежно-желтая, сиреневая, зеленая. Я даже не подвешиваю никакие карабинчики, их и так покупают. Кто-то берет на брелочки, но кому-то как игрушечка нужна. И если я их возьму на ярмарку, то по желанию покупателя я всегда могу быстро прицепить подвесочку, и будет уже как брелочек. Голубая, оранжевая и красная машинка. Вот. Надо мне съездить в этот магазин «Твоя полка» и отвезти мои машинки. Кто еще не вязал со мной такие автомобильчики, можете также найти этот мастер-класс у меня на канале и связать такие маленькие игрушечки. Детям они нравятся, и всегда на ярмарке я их выстраиваю вот так в ряд. Дети обращают внимание, прям по краю стола. Очень симпатично и нарядно они смотрятся. У меня тут получается, смотрю, как радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Точно, я даже только сейчас обратила на это внимание. У меня зеленых других оттенков есть пряжа, можно связать еще много-много разных машинок другим цветом. И вот я только сейчас поняла, почему мне понравилась вот эта открытка. Наверное, она у меня ассоциируется с моими автомобильчиками. Вот. Если вы захотите заказать у меня такие машинки на подарок детям или себе, там в машину повесить или на брелочек, на ключи, вот отправлю вот такую открыточку также в подарок. Так, пока машинки я убираю. И далее у меня вот такие брелочки. Я уже вам показывала такие брелочки в прошлых видео. Вязала много разных лягушек. Вот таких у меня было 4, и все 4 у меня купили. Ну и другие, ну я имею в виду другой формы брелочки, лягушки также покупают. Но вот эти быстрее всего у меня разошлись, и я связала таких еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лягушечек. Сразу делаю им кольца для ключей, прикрепляю, присоединяю. Они недорогие у меня брелочки, я продавала их на ярмарке по 150 рублей. В магазине они у меня по 200 рублей. Но магазин берет комиссию, поэтому они там чуть-чуть подороже. Вот, надо отвезти их также на полочку, ну и на ярмарку их обязательно также с собой возьму. Вязать их быстро, надо мне также заняться еще сделать таких брелочков. Тут глазки у меня бусинки пришивные. Это не на безопасном креплении. Вот. Я их уже показывала. Так, и еще одна маленькая игрушечка. Маленькая-то она маленькая, но вязала я ее очень-очень долго, можно сказать, полдня. Вот такая креветочка. Она, конечно, как живая. Глазки тут бисеринки. Вязала из пряжи
Гернард джинс. Цвет я сейчас, наверное, вам не скажу, но такой он пудрово-розовый. Вроде бы и быстро вязать, ничего сложного. Но, может быть, следующая у меня будет быстрее, хотя я не знаю, возьмусь я за нее еще или нет. Вот не знаю, нужен тут карабинчик, не нужен. Но она прям такая реалистичная. Вот эти лапки, хвостик, все тут вывязывается. Вначале вот эти усики. Но это видео в ютубе. Мне кажется, легко его будет найти. Так и можно набрать креветка крючком. И вот она выходит в первых рядах. Этот видео мастер-класс. Это креветочка. Вяжем вначале голову, потом спинку, хвостик. Возвращаемся тут, стягиваем брюшко. Ножки вяжутся отдельно. Тут нитки. Ну, много-много такой тут работы мелкой. Тут надо усики потом немножечко подкрахмалить, и лапки подкрахмалить, и хвостик немножечко. Вот. Размер такой креветочки у меня получился. Вот от хвостика, 9,5-10 сантиметров. Но сейчас, мне кажется, как-то креветки популярны. Ну, по крайней мере, часто попадаются на вязальных каналах других мастериц. И я также решила связать в свою коллекцию. Попробовать просто для интереса, как ее вязать. Хотя у других мастериц креветки там другого плана связаны. Кто-то их и из плюша вяжет, кто-то из полухлопковой пряжи. Но у меня вот такой вариант креветочки. Эту креветку я точно отвезу на полочку в магазин. Вот. Ну и для ярмарки также связала, но еще не доделала. Это у меня пока текущий процесс. Вяжу вот таких ящериц. Так, вот это у меня уже с глазками. Это с глазками, да. Вот у этих двух еще я не прикрепила глазки. Здесь у меня на безопасном креплении, но когда я делала вторую ящерицу, глазки маленькие, и у меня они провалились вовнутрь, и я решила, что все-таки буду делать глазки клеевые. Вот. Нужно приклеить вот этим двум ящеркам. Это для ярмарки. Как бы я не хотела их вязать, но я понимаю, что на ярмарке без таких мелких игрушек делать нечего. Вот. Нужно вязать для ассортимента. И такие игрушки также. Поэтому пусть будут и такие ящерицы. Вязала их по видео с ютуба, с канала Ольги Аверьянова Тойс. Ну, также набираете ящерицы крючком, и выйдет такой мастер-класс. Вяжутся они легко, быстро, все очень понятно. Такая игрушечка на скорую руку. Вот, может быть, вы кому-то хотите связать не для продажи, а просто на подарок ребенку. У вас вдруг под рукой крючок 3,5-4 миллиметра, небольшой остаток пряжи, грамм 20, наверное, нужно на такую игрушку. И можете быстро связать такие же, интересные игрушки. Сейчас они у детей популярные в этом году. Вот такие готовые работы у меня на этой неделе. Не знаю, много это или мало. Среда у нас был выходной день. Почти ничего не вязала. С мужем гуляли. Я в конце этого видео вставлю небольшие зарисовки, там буквально несколько секунд с нашей прогулки по городу. И напишите в комментариях, интересно вам смотреть видео из других городов. Наша страна все-таки необъятная, все города разные, чем-то похожи, чем-то отличаются. Мне, например, интересно прогуляться и по улицам других городов, и я с удовольствием смотрю такие мини-зарисовки на других каналах. Вот. Там буквально несколько секунд с центральной улицы, чтобы вы имели представление, что же представляет из себя наш город Воронеж. Это центральный проспект. Так, значит, у меня 2 косыночки связалось и 2 пары носочков. Носки, конечно же, заняли у меня большую часть времени. В субботу также почти не вязала. У меня у дочери был день рождения. Мы ходили в гости к ней. Потом также гуляли в городском парке. Кстати, я с собой взяла носочек повязать. И сидели мы в парке, парк Динамо. И вязала носочек, пока муж там читал свои новости какие-то в телефоне.
Мы с ним так тихо-тихо на скамеечке посидели. Такая была приятная погода, прохладная. Погуляли в субботу. Ну, а в воскресенье вчера целый день сидели дома, отдыхали, расслаблялись, смотрели разные сериалы. Ну, я, конечно же, вязала. И вот как раз довязала вот эти большие носочки. Так, сейчас я побегу на Валберес, заберу свои заказы и чуть позже вам их покажу. Так что не отключайтесь. Через секунду мы с вами встретимся снова. Итак, я забежала на Валберес. И пока жду папу из поликлиники, хочу показать, что же мне привезли. Так, купила вот такую пряжу Гиза Мате в 100 граммах 250 метров. Это у нас хлопок стопроцентный. Цвет пряжи. Так, даже не знаю, где это. Первый раз покупаю такую пряжу. Так, что-то не найду. Может быть, вот C-Color 5590. Очень приятный красно-коричневый терракотовый цвет. Это я взяла для игрушек. Хочу вязать такую лисичку. Вот, 2 моточка. Далее купила пряжу носочную. Это итальянская пряжа. И положили вот такой маркерочек. Очень приятно. Вот такой слоник. Видите, какой тоненький. Никогда у меня таких не было, но давно я хотела. Спасибо большое продавцу. И вот сама пряжа. Мне понравилась расцветка. На Валберес была картинка, какой получится носочек. И мне очень понравилось, как эта пряжа ложится в узор. Такие полосочки приятные, не широкие. Вот. Но сама ниточка, кстати, очень тоненькая. Вязать буду на спицах 2 миллиметра. На ощупь такая она шерстяная. Теперь у меня любимое слово, наверное, суховатая пряжа. Вот. И еще один такой же моточек. Так, вот. Тоже носочная пряжа. Симпатичные носки из нее. И тоже маркер в подарок. Как же приятно получать такие мелочи. Но здесь уже другая расцветка. Носки получаются нежные такие, ну, пестренькие. Так, ну и вот такие глазки. Это у меня 8 миллиметров. Ну, они нужны всегда, глазки на безопасном креплении. У меня закончились такого размера. Вот также купила еще про запас. Я пришла домой и хочу эту пряжу взвесить, так как моточки неопознанные, без этикеток. Так, сейчас посмотрим. 104 грамма. Очень хорошо. Ну, правда, тонюсенькая. Вот эта пряжа потолще. Так, давайте ее взвесим. 102 грамма. Вот здесь еще джутовая веревочка. Ну все, по 100 грамм в этих моточках точно. Есть, я очень рада. Вот, и пряжа... Да нет, приятная она на ощупь. Так, будут новые носочки опять у меня. Так, на этом я буду с вами прощаться. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Сейчас на экране зарисовки с Центрального проспекта. Всем всего самого доброго. Вяжите с удовольствием, ровных петелек и до новых встреч!